Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых записей на занятия из «Мой класс» в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые записи на занятия из «Мой класс» в другие системы. Например, в Google Sheets вы сможете создавать новые строки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных «Мой класс». Далее необходимо выбрать действие. Загрузить записи новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт «Мой класс» к сервису Apex Drive. В этом окне нужно указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет «Мой класс». Далее необходимо перейти к настройкам. Переходим в пункт API и Webhooks. Если у вас еще не создан API-ключ, вы можете это сделать, кликнув по соответствующей кнопке. Я же буду использовать уже созданный API-ключ, скопирую его и вставлю в соответствующее поле в системе Apex Drive. Обратите внимание, чтобы API-ключ был включен. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы «Мой класс» дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одной из записей на занятие. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных «Мой класс» успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Также обязательно предоставляем все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, на который будут добавляться новые записи из «Мой класс». Если у вас в первой строке прописано название каждой колонки, оно отобразится напротив каждой из них в скобках. Для того, чтобы добавить переменные из «Мой класс» в колонки, необходимо кликнуть в поле и выбрать переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы в виде новой строки при каждой новой записи на занятия из «Мой класс». Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!